Всем большой и пламенный привет! Давайте сегодня поболтаем о том, что нас, если вы замечали, регулярно и постоянно учат, какими быть, чего хотеть, куда стремиться, что делать. И этот поток информации идет отовсюду, от родственников, из телевидения, от блогеров, инфлюенсеров, которые диктуют определенный уровень жизни. Такое давление и постоянная погоня за чем-то рождает неполноценность, потому что человек начинает думать о том, что он не вписывается в установленные рамки, особенно начиная сравнивать себя с кем-то, да и вообще со всеми в целом. И замечая все эти в себе недостатки, хочет человек их скрыть. А мы знаем, что чем больше что-то хочешь скрыть, тем более это заметно становится для окружающих. А если взглянуть на это все с другой стороны и посмотреть иначе, что любой недостаток, неполноценность, как и все в нашем мире, имеет оборотную сторону, которая на самом деле является вашим достоинством. Например, оборотная сторона, как по мнению человека недостаток красоты, он компенсируется обаянием. Неумение общаться заменяется положительной стороной, умением слушать. А это бывает намного ценнее. Ведь чувствуя свою неполноценность, мы начинаем сравнивать себя с кем-то, оценивать свои таланты, уровень развития, интеллекта, творчества, мыслей, интересов и все остальное, думая о том, что вот у меня нет предпринимательской жилки, поэтому она лучше, чем я, живет и добилась каких-то больших успехов, именно поэтому я сейчас вот где-то непонятно где, а она отдыхает, веселится, зарабатывает и все остальное. И вы же прекрасно понимаете, что все эти мысли, они абсолютно деструктивны, они нас наоборот тормозят. И когда мы находим в себе комплексы, мы понимаем, так, это нужно спрятать, это нужно, чтобы никто не заметил, а вот это очень плохое качество, камуфлируем, прячем и не показываем. И сами начинаем прятаться, зажиматься, как-то суетиться, стесняться. Боимся, что нас кто-то рассекретит и узнает о наших недостатках. А на самом деле все это, весь этот внутренний посыл, это состояние человек считывает просто на уровне подсознания. И он сразу видит, он все сразу понимает, все, что вы захотели спрятать. Поэтому подумайте, есть ли в этом смысл так себя зажимать в какие-то рамки, стесняться, переживать. Я имею в виду стесняться, просто проявить свои знания, свой талант. Естественно, все в рамках закона. Ведь пряча себя, не давая себе быть собой, надевая какую-то маску, мы играем другую роль, которая нам совершенно не созвучна и неестественна. И поэтому это выглядит как-то так все наиграно, потому что стараешься быть крутым, быть умным. Это приводит, наоборот, к нелепым ситуациям, еще больше подчеркивая все то, что пытаешься скрыть. Так как же устранить комплексы? Просто прекратить сравнивать себя с кем-то, а внимание с недостатков переключать на ваши достоинства, ведь их намного больше. И это естественно, что у нас есть и плюсы, и минусы. Это настолько вносит разнообразие в нашу жизнь, что этому нужно только радоваться. Поэтому предлагаю все недостатки на второй план отправить. Заменяем недостатки. Ищем противовес, противоположное достоинство. И на них концентрируем свое внимание. А что делать с теми людьми, которые навязывают нам, как правильно, как нужно, дают советы, всегда знают, как правильно поступить? Что же делать? Ведь они так убедительны, они так уверены в том, что они говорят. Стоит ли им верить? Верьте себе. Вы для себя определяете истину. Так же, как и найдете внутри себя ответы на все ваши вопросы. Не нужно никого искать извне. Задайте вопрос себе. Вы точно знаете ответ. Как поступить? Куда пойти учиться? Мое ли это дело? Он это мой настоящий единственный или нет?
Дерзните смело сами себе ответить. Не перекладывайте ответственность, не ищите советчика, особенно в котором вы точно разочаруетесь. Ведь вы будете искать из этих людей того, кто озвучит и подтвердит ваши мысли. А этот ответ вы и так сами знали. Поэтому не тратьте время и силы на это. Слушайте и доверяйте только себе. Помните о том, что душа, интуиция говорит с вами на уровне эмоций, а разум на уровне слов, аналитики, расчета, выгоды. Слышите внутри себя слова? Это разум на связи. Чувствуете, ощущаете в теле эмоции. Эта душа дает вам ответ.